Всем привет, друзья! Мы давненько не радовали вас актуальными новостями из жизни команды, поэтому мы решили воспользоваться возможностью, пока Егор Флейм еще не уехал к себе домой, и поболтать с ним хотя бы частично о том, что произошло, о результатах, о турнирах. Поэтому поехали, давайте посмотрим интервью. Ну что, прогуляемся немножко по твоему красивому району. Расскажи об игре, в общем-то, о том, что происходит в последнее время. У вас был такой классный пик на пролиге, потом что-то не пошло вот в финале с Австралией. Сможешь так дать краткий анализ, что там случилось? Во-первых, наверное, скажу, что это очень крутой был финал. Мне очень понравился этот матч, потому что много финалов я сыграл, наверное, за карьеру уже, много игр каких-то. И вот этот матч, он хоть и был в онлайне, но он мне запомнился такой борьбой, камбэком крутым. И в целом вообще игра мне очень понравилась. А что пошло не так? Мы имели преимущество в одну карту, выиграли первую карту, свой пик даст. Дальше был пик Астралис Нюк. Мы в прошлый раз у них выигрывали, даже играли ничью, еще что-то. Все время было какое-то напряжение на нюке. И тут вот ввели 12-6. И вот эти вот 4 раунда тебя отделяют уже, по сути, от победы 3-0 в финале. Допустили в начале микроошибку, одну, вторую, и они как-то зацепились за игру, довели до 15-14, там обидный раунд 1-2 проиграли, то есть могли и нюк забирать, проиграли. Дальше был трейн, где нас начали очень жестко выигрывать, мы проигрывали 14-3. Если такой счет, то у нас не очень атмосфера, я бы сказал, часто бывает. В целом, потому что никто из нас не любит проигрывать, все мы люди эмоциональные, и тут это финал, и все мы понимаем, что вариантов нету, надо тащить, мы пытались за каждый раунд, и как-то вот пошло, и дошли до 15-15, и также как-то упустили этот фокус. Но все равно этот финал остался в твоей памяти как один из лучших. Да, мне очень понравился реально этот финал, потому что вот этот камбэк, у меня такого не было в финалах, наверное, из-за этого как-то я вспомнил, потому что эти эмоции, которые, хоть они были на буткемпе, да, там даже не всей команды были, но пережить это было круто и испытать тоже. Слушай, дальше пошла какая-то череда каких-то неприятных категорических событий. Илья заболел, у вас был из-за этого конфликт и с Форс, и со всеми, и в принципе там даже те же технические проблемы, которые возникают во время матчей. Расскажи, как это переживать? Как сейчас чувствует себя Илья? Как проходили эти недели для вас? Одна из причин, наверное, не самых удачных последних выступлений, это, я бы назвал, график. Хоть он и у многих команд очень плотный, но я считаю, что команда не должна играть много турниров подряд, и нужно время на подготовку, на какие-то отработку новых вещей, чтобы что-то изменить в своей игре, чтобы как-то отдыхать перед этим, настраиваться на турнир. А когда у тебя 3 турнира подряд, ты, настраиваешься каждый раз подряд играешь, и это, негативно сказывается. У нас не было вообще почти тренировок. Не знаю, может быть, мы подумали, что первые игры будут легкими, как-то расслабились. Плохая игра, не наша игра была абсолютно. После этого мы получаем эту информацию, что Илья все-таки заболевает. Нам вариантов не особо много, играть с заменой нельзя, потому что теряем очки. Это не имеет смысла. Хотели сняться сразу с турнира, но понимали, что есть вероятность, что Илья станет лучше, мы можем реально выиграть, постараться какие-то игры, набрать какие-то очки. Для него но в целом это напряг. сказалось Зачем именно... напрягать человека, который болеет? Да, ему, во-первых, тяжело играть, во-вторых, вся команда не тренируется, да, и не отрабатываем ничего. Все, что показывали там на пролиге, условно, все то же самое оставалось, да, мало каких-то изменений, и команда просто, наверное, подготовились хорошо к нам. Плюс мы были не на фокусе на 100% на этот турнир. Вот сейчас на Бласте до сих пор это уже 3-й, получается, турнир подряд. И не было каких-то возможностей что-то опять натренировать, потому что до сих пор еще не оптимальной кондиции. Там не один у нас Илья болеет, что и Кириллу там было плохо, еще что случалось, кто-то себя неважно чувствовал. Сейчас такой период, что нужно беречь себя, да, соблюдать все эти дисциплины. Хорошо, давай о Бласте. В принципе, все прошло неплохо. Вы все-таки прошли квалификацию на основной ивент, так сказать, но все-таки OG у вас были в вашем криптонитом. Что не так с OG? Не знаю, мы как-то, у меня лично, даже индивидуально, первая игра вообще не пошла против них, я себя очень как-то них важно чувствовал. Во второй игре уже
сказалось, мне кажется, то, что все-таки ну, первый матч начинать в 5:30 или в 6, когда у нас сбор вот в 12, как я рассказывал, да, утра. И когда ты вот начиная с 2 часов играешь, так напряженная была игра, мы проиграли там первую карту Непам, уже дополнительную энергию надо какую-то брать, ну, тащить, потому что можем вылететь, хотели выиграть. Выигрываем Непов, и тут еще час перерывчик. Были силы, ну, на процентов, наверное, 20-30 меньше уже гранд-финала, да, когда мы играли третью карту, уже фокус чуть-чуть вот он терялся как раз, ну, не знаю, у меня, у всей команды, может быть, где-то. Хоть и очень хотелось победить, на самом деле. А вот в первом матче против OG? В первом, не знаю, вот, ну, там лично я очень плохо играл, в командно не получалось особо, мы как-то, ну, не настроились, что ли, может быть, обычно мы так не должны были играть, я не мог найти объяснений этому, это индивидуально плохая игра, и с чем это было связано, тоже не пойму, но, может быть, с каким-то физическим состоянием. Спасибо тебе большое за твое время, и вам, друзья, спасибо за просмотр, и всем пока! Всем пока!